Вот я еще раз демонстрирую сейчас, как можно войти в Творца, слиться с Ним, стать им. Потеряв свою индивидуальность в Нем, в Нем все едины. И потом можно восстановить свою индивидуальность, выйдя из него, став Святым Духом или Брахманом. Ну вот третий этап центрирования – это то, когда человек, став вот столь большим духовным сердцем, научается погружать себя в обитель Творца, в центр Бога в аспекте Абсолюта. А как на этом месте силы работать? Во-первых, нужно найти границу. Вот мое тело находится на границе с этим местом. Эти границы со всех сторон от полянки. Перешагнуть, и мы окунаемся в улыбку, в блаженство Иисуса. Это само по себе величайшее ощущение. Нужно побыть там, побыть внутри, но побыть не как на каком-то, в каком-то поле, якобы вот, некое вот энергетическое поле. Ни в коем случае не так. Здесь живой Иисус. Вот еще раз я настраиваюсь на лицо Хуанзи, в анахате моего тела. Вы можете познакомиться через это с учителем Китая, и не только Китая, а всей Земли. Но он воплощался именно в Китае. Вот он из моей анахаты приветствует вас движением руки. И вот полный разворот сознания в его вселенской анахате, которая заполняет обитель Творца. И вот этот образ мы наполняем сознанием. И ничего не нужно делать, кроме того, как сокращать мышцу, и тело тянется. За ней сознание перенесено в мышцу. И достаточно сокращать мышцу, и тело, не прилагая никаких усилий, начинает подтягиваться к ней. Это вовсе не работа мышц тела, это работа сознания. Причем неважно, с какой стороны к телу я эту мышцу прикрепляю. Она должна прикрепляться к центру нижнего дантяна. Вот мы на месте нашего любимого Кришны, Господа Кришны. Место, о котором я говорил, когда мы были вот там, где Кришна показывал нам
вхождение в ядро планеты. А здесь Кришна гигантским махадублем стоит. И вот это место наиболее благоприятно для того, чтобы ощутить его нежность, его бесконечную божественную любовь. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Рама — это не только имя одного из эпических героев Индии. Рама значит вездесущий. Кришна воистину вездесущий. Не только в Индии, но по всей земле, наверное, он наблюдает за развитием людей. И вот только тут, под Петербургом, 3 замечательных места силы. И вот на этом месте силы можно делать огромное количество важнейших упражнений будхи-йоги. Вот сегодняшний день, сегодняшний этап работы нашей группы, он не предназначен для того, чтобы делать все это. Сегодня мы пришли сюда, чтобы познакомиться с Кришной, вот в этом его проявлении. Почувствовать еще раз, что такое есть любовь Бога. Мы ощущали ее наисильнейшим образом на месте Иисуса, даже на 2 местах Иисуса, одно в городе, одно в лесу. Сатьясай, Птахотеп, Хуань, Хань, многие другие, с кем мы уже работали. И вот еще одно качество божественной любви – это любовь Господа Кришны. Мы также можем получать от Него откровения, напутствия. Но и это все мы должны будем сразу же записать. Но очень важно научиться любить Бога совершенно реально, не на словах. Вот сколько у нас в стране людей, считающих себя верующими в Бога. И спросил у каждого, любишь ли ты Бога? И каждый скажет почти, да, конечно, люблю. Но умеет ли этот человек вообще любить? Знает ли он, что такое любовь? Вот вопрос. И ведь на самом деле крайне мало людей, единицы из тысяч, которые на самом деле умеют любить, имеют развитые органы любви, потому что без этих органов любви, это чакры анахаты, духовные сердца, без них любить просто невозможно, нечем любить. Любить умом, сказать «я люблю» формально, но это вовсе не есть любовь. Вот органом для продуцирования эмоций любви является чакра анахата. И вот только если мы овладели функциями этой чакры, научились погружаться в нее, только в этом случае можно сказать, что мы умеем любить. Но и этого мало. Некоторые люди, которые освоили приемы работы с чакрой анахаты, они под влиянием своего эгоцентризма, своего интеллектуально-этического несовершенства могут так и не реализовывать на практике свою любовь.
Но вот те, кто здесь попадают в работу в рамках будхи-йоги в нашей школе, мы не только умеем любить, но мы уже стали огромными духовными сердцами, способными не только из тела, но и из достаточно больших объемов себя любить и конкретные проявления творения в виде живых существ, в виде планеты Земля и все творение в целом. Для этого требуется еще широта философского кругозора. И также мы умеем уже любить Творца и в целом, и в конкретных его проявлениях в виде божественных учителей. И вот как мы можем любить, в частности, сейчас, вот Лао еще стоит здесь с нами рядышком. Мы к нему сегодня тоже в гости собрались, он уже сейчас с Кришной, я видел, обсуждал, как нас встречать в его обители, в обитель Лао. Тут нужно километров, наверное, 6 пройти до нее. Но вот как мы можем любить Кришну? Можно любить его сейчас двумя способами. Можно создать собственный Махадубль как можно больше, чтобы, ну вот, хоть немножко сравняться с Махадублем Кришны, и вот обнять его в виде Махадубля собою, но это будет эффективно только в том случае, если мы утончимся до его уровня утонченности божественной. А второй, мы можем, как мы уже делали многократно, заполнить его Махадубль собою. Он с удовольствием всех принимает в себя. Ну а сейчас вот Господь Кришна, вездесущий, он одновременно и Махадублем является, и сюда, вот пока мы шли, он все время был с нами, проявлял свою нежность, заботу о нас. Но вот мы должны расти, как брахманические сознания. И вот будем расти в Махадубле Кришны, причем не только вверх от поверхности Земли. Мы должны обратить внимание, что Махадубль Кришны совершенно свободно, как и прочие Махадубли, проходит сквозь плоть Земли, тело Земли, сквозь материальный мир, не обращая на него внимания. Это другие разные эоны, разные пространственные мерности, мало соприкасающиеся друг с другом. Также и мы должны сейчас попробовать пронизать всю землю собою, вплоть до корней Господа Кришны, которые находятся в обители. Основа Кришны – это обитель Творца, как и всех божественных учителей. И вот они предоставляют нам свои формы для того, чтобы по их формам мы смогли, заполнив сначала формы их, постепенно увеличиваясь и увеличиваясь, заполняя все больше и большие формы. Откуда берется энергия для увеличения? От обычной пищи. Вот мы едим обычную пищу, рис, там, макароны с грибами солеными, с сыром и прочее. И вот можно эту энергию растрачивать совершенно впустую на разные земные формы активности. Мы можем сжигать эту энергию совершенно напрасно, расходуя ее на отрицательные эмоции. Или мы можем, используя специальные приемы, особенно эзотерические, растить из себя дьяволов. И будем жить потом в аду среди себе подобных. Вот страдание ада, что это такое? Это жизнь среди себе подобных. Среди людей, живущих, приучивших себя
жить на земле в отрицательных эмоциях. И вот скопище таких вот душ, которые там в страхе, в ужасе, в тревоге, в гневе, в ярости, лживые, подлые, вот это вот и есть жизнь в аду среди вот таких. Мы же идем в противоположную сторону, в диаметрально противоположную сторону. Мы идем в обитель Творца, и вот сейчас мы это будем делать с помощью Кришны. Сейчас мы вот только что выпили кофе, закусили бутербродами с сыром. И вот эту энергию, в частности, мы сейчас будем направлять на рост сознания собственных сознаний в Махадубле Кришны. И каждый раз, вот каждая медитация, каждое посещение таких святых мест будет способствовать росту нас как сознаний, для того, чтобы становиться еще и еще и еще больше, чтобы в итоге научиться заполнять не только нашу планету собой, но всю галактику, а потом и разольемся в бесконечности обители Творца. Но славим Господа Кришну. Харе Кришна, Харе Кришна. Мы можем это говорить уже внутри его Махадубля, внутри его сознания. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама. Слава тебе вездесущий. Рама, Рама, Харе, Харе. Но вот еще существует понятие лозы виноградной, привнесенной Иисусом. Полная лоза – это еще наличие физического тела. И вот мы должны все стать такими лозами, чтобы с помощью своих физических тел, через них, постараться до наибольшего числа людей донести истину о Боге, о Его обители, о том, как Он любит нас и помогает нам. Истину о смысле жизни. Ну давайте, прошу вас, во всей полноте сейчас по этой дорожке разойдемся. Можно идти далеко по ней, потому что Махадубль огромен. И вот на всем этом протяжении мы можем, пускай тела ходят по дорожке, а сознание перемещаются концентрацией внутри Махадубля Кришны вплоть и до обители, кто уже может это делать. Постараемся. Кришна нам предлагает свою форму для изучения, в том числе вот всего пути от поверхности Земли и того, что над ней физическое небо с его облаками, и до Творца всего этого, всего материального мира. Вот мы приблизились к месту еще одной божественной души, Петра, на Руси. Воплощался последний раз на Руси в районе города Рыбинска
достиг совершенства божественного, познав обитель Творца. Вот его маходубль за моей спиной, лицо наверху маходубля. Ну а сейчас мы находимся на месте Анахаты. Вот его граница здесь. Вот я на границе. Стоит переступить, и сразу становится тепло. Вот это место Анахаты имеет характеристику именно прямого ощущения тепла. Тепла для расширенного духовного сердца, которым мы можем тоже заполнить вот этот, ну, почти что шар. И в этом шаре интересно, вот это для развития ясновидения очень полезное место. Вот растет осина, и кокон осины виден внутри места Анахаты. То есть внутри полусферы. Вот островком выделяется кокон осины. Его можно, вот, тренируя ясновидение, научиться рассматривать. И еще одна характеристика этого места, как я уже говорил, вот, растут грибы, начинает мест силы. Просто чудесным образом. Вот здесь вот на этом месте силы всегда полно летних опят. Это вид грибов такой очень вкусный. Ранние грибы, летние опята. И вот нигде нет грибов, а вот здесь вот по всяким корягам, по пням, по гнилушкам. Вот их всегда бывает полно, ну, несколько мешков полиэтиленовых набираем, потом с удовольствием жарим дома. Удивительное место. Это ведь что ж, это уже не летний, вон там справа летний опенок, а это ведь уже осенний пошел весной. Вот два опенки двух видов. Летний опенок с желтым колечком на шапочке, а слева вот были уже осенние опята. Вот типичный березовый опенок должен расти где-то в конце августа, наверное. Вот летний опенок, ему положено расти где-то с середины июня в обычных местах. Но вот на месте силы они выросли на месяц раньше. Вон второй пень еще. Там уже еще крупнее выросли. Еще раньше начали. Уже, видимо, давно растут. Грибы, на самом деле, это великие дары природы людям. Вот мы целый год питаемся грибами. Грибы и здесь растут, и в тундре, и в степях. Луговой опенок в степях растет, там, где кусты, там и всякие прочие опята. Зимний гриб. Население очень мало знает о грибах. Есть масса именно массовых грибов, которые растут в больших количествах, которые почти никто не знает и не ест. И вот мы-то вот их как раз и запасаем в основном. Это позволяет очень экономно жить, мало тратя денег на покупку белковой пищи. Но, разумеется, не только опятами нужно питаться. Опята не дают полного набора необходимых аминокислот, но вот если мы большое разнообразие грибов используем в пищу, ну, плюс, конечно, сыр, молочные продукты, понемножку сою, это вполне хватает для организма. Бывают, конечно, года более грибные, менее грибные. Но вот мы всегда запасаем грибы так, чтобы хватило не на 1 год. Но соленые грибы 2 года, конечно, нет смысла держать квашеные, в смысле, в бочках. Ну вот, когда-то они кончаются ближе к весне, когда-то до осени хватает. Но, кроме того, есть запасы консервированных грибов с уксусом и с солью.
Их можно хранить бесконечное количество времени. Консервы. Сушить можно грибы. Вот во всех видах грибы запасаем. А вот еще одно растение съедобное. Папоротник дриоптерис, вот который кустами растет. Он не горький, в отличие от орляка. Вполне можно поесть, очень вкусный. Вот в этом, с того момента, как он начинает вот маленькими хвостиками завитыми из земли вылезать, и вот до этой стадии, пока мягкий, его можно есть. Но как-то увлекаться, вот практика наша показала, что заготавливать специально папоротник этот не следует, тем, по крайней мере, людям, которые работают в рамках будхи-йоги, потому что он не дает нужной энергии организму. Наилучшую энергию дают организму такие продукты, как рис, сыр. И вот они должны быть, ну, может быть, главной составляющей частью рациона. И плюс обязательно томат. Или помидоры свежие, или томатная паста. Вот, пожалуй, наилучшая томатная паста из Персии к нам поступает, из Ирана современного. Самая вкусная, очень высокого качества. Для тех, кто работает пока в рамках раджа-йоги, вот им обязательно нужно есть много яиц. Разумеется, никакой убойной пищи. Она не позволит достичь утончения нужного сознания, не позволит продвинуться вообще, даже в очень малых количествах. Это нарушение этических принципов. И Бог не позволит такому человеку, который столь неопрятен в своих отношениях с другими живыми существами, не позволит такому человеку продвинуться, приблизиться к себе. Но яйца не являются убойной пищей, и вполне можно в рамках раджа-йоги получать достаточно качественную энергию от них, необходимую для работы на тех стадиях развития. На высших ступенях будхи-йоги яйца следует исключить полностью из рациона. Ну, конечно, утрировать здесь нельзя. Нет смысла такие продукты, как майонез, там, куда добавляется немножко яичного порошка, хлеб. Это все не имеет значения. Но яйца, как один из основных продуктов питания, очень хороши только в рамках раджа-йоги. Ну вот мы уже почти что на пороге монастыря Лао. Лао, он же из Камбоджи, Юго-Восточной Азии, субтропики. Ну вот пришли к нему, тут уже вот стало совсем тепло. Пришлось верхнюю одежду скинуть. Уже совсем лето. Лао умыл дождем тут все к нашему приходу. Каждый раз, вот когда мы к нему идем, ночью он свой монастырь умывает дождем. Сегодня вот такой обильный дождь он сделал, что вот с трудом пробираемся через залитое все водой, но отличную уборку сделал монастыря. Каждый раз, вот без исключения, когда мы к нему в гости идем, он об этом, конечно, знает, всегда заранее. Каждый раз вот такое генеральное мытье монастыря. Ну а сейчас вот мы остановились здесь, вот именно на пороге монастыря, потому что вот эта точка сама по себе замечательна с точки зрения вот духовной работы. Вот когда мы работали с местами для анахаты, для расширения анахаты и для познания разных ее возможностей, разных нюансов эмоций любви. Вот тогда я обещал еще одно, 4-е место. Вот это оно.
Еще одно место для работы с анахатой. Вот было место любви анахатной, которой можно любить Бога. Можно второе место – это любовь человека к человеку, любовь именно сердечная, в самом полном смысле этого слова. Было место ликования, любовь как ликование, как экстаз, как самадхи. И вот еще одно место – это место любви к природе. Вот мы сюда выходим, и вот здесь картина раннего утра. В какое время суток не приходи, вот мы выходим сюда, как к утреннему озеру. Над ним дымка тумана, тростничок, в тростничке камышовочки поют, рыбки плещутся. И вот анахата сама выплывает вот в эту идиллию, в эту супер нежность природы. И вот этот аспект любви совершенно необходимо тоже познать и развить в себе. Любовь к творению. Вот ко всем этим живым существам, которые не в телах человеческих. Это вот и тростничок, тростинки, это и кустики ивы, это и птички, которые поют в кустах, это и разные там водяные полевочки, андатры, рыбки, то, что в озере, в воде можно встретить. Это аспект творения, это то, что Творец любит. И мы, идя к Творцу, тоже должны научиться очень сильно любить, так же, как любит Творец. Вот все эти воплощенные живые существа, и не только их, также и невоплощенные существа. Есть у масс людей потребительское отношение к природе. Но мы должны понять, что в каждом этом вот существе, вот в этом, например, в этой форме, в этих веточках, листиках, воплощенная душа, эволюционирующая, параллельно нам. Только это более ранние стадии развития сознания. Вот в этом кустике ивы будущая человеческая душа. В каждой травинке, в каждом цветочке, в теле каждой рыбки развивающееся сознание. Мы тоже были такими, каждый из нас. Мы тоже начинали свою эволюцию, но это подробно описано в моих книгах. Об этом же говорится и Сатья Сай, и любым аватаром, любым божественным учителем. Ни в коем случае не должно быть никаких элементов потребительского отношения к ним. Даже вот среду биоэнергетиков, которые там считают себя очень высоко продвинувшимися духовно, бытуют такие представления, что вот от растений нужно питаться энергией. Ну, ни в коем случае. Питаться от кого-то – это эгоизм, это как раз вовсе не то, что называется любовью. Это извращенная любовь, любовь к себе. Это антилюбовь, то есть. Любовь к себе – это антилюбовь. Вот это нужно понять в противовес тому, что вот некоторые современные психологи, начиная от американских, вот начали проповедовать. Это вошло в психологическую среду, в среду психологов и их поучения о том, что вот нужно себя любить. Это антидуховное направление. Мы должны как раз забыть о себе и посвятить себя вот помощи всем этим существам, в том числе, ну и, конечно, прежде всего, помощи людям. Вот этой любви учил Иисус Христос и учат все божественные мессии, божественные учителя.
Ну а сейчас вот давайте мы разольемся сознаниями над этим озером прекрасным. Соединимся с туманом, соединимся с солнечными лучами, которые окрашивают эти облака тумана в золотистый цвет. Соединимся с живыми существами, которые живут в этом озере. Соединимся какими местами себя. Соединимся духовными сердцами. Выплывем из тел и заполним все это, вместив все живые существа в себя. Окутаем их своей любовью. И через это мы сами станем лучше. Любя других, мы становимся лучше сами. Вот это вот есть истина. Вот побудем здесь немножечко, и потом двинем к монастырю Лао. Осталось тут уже 50 шагов. Когда я у Лао спрашивал, почему он выбрал именно это место для существования монастыря и для обители для самого себя, тут он говорил, потому что здесь вот эта вот энергетика, вот та самая, о которой я только что говорил, вот это озеро, насыщенное любовью. Ну вот мы наконец добрались до нашего любимого друга и учителя Лао. Камбоджиец. Вы можете видеть его лицо. Вот прямо, вот его лицо, вот здесь, вот оно. Он почти совместился с моим телом. Такого шляпа, вот, как у вьетнамцев мы наблюдали, типа соломенной. Он весь стоит из любви. Вот он вымыл монастырь так, что вот, наверное, даже перестарался. Вот у меня куртка вся мокрая, пока сквозь кусты пробирались. Когда мы здесь приходим к нему и трапезничаем иногда, ну вот он весь прямо, вот он прикасается к нашей пище, вот он весь состоит из любви, заботы. Вот это очень важно, я специально это подчеркиваю. Вот такими должны быть духовные лидеры. Не высокомерие, что все ко мне должны там на коленях подползать, и никто не смеет от меня, спиной повернувшись, отходить, а только пятиться задом можно. А наоборот, вот нежная любовь, забота, вот истинные качества. Я не знаю, вот об этом ведь говорил Иисус. Читал Лао Новый Завет или не читал, не важно это, читал или не читал, важно то, что вот таковы все истинные духовные лидеры. Пришли сейчас из памяти слова, записанные Лао Цзы. Дао – существо нежное. Это вот очень важные слова. Дао, то есть Бог в аспекте Творца, Святого Духа. Также и аватара, несомненно. Это есть существо нежное. Стремясь к тому, чтобы стать божественными, каждый из нас должен вот именно это качество и весь комплекс этих качеств культивировать в себе, развивать.
Но истинно это развивается, правильно развивается только от духовного сердца. Если это пытаться изображать, то получается отвратительная слащавость в поведении. Очень ярко видимая извне, снаружи, неискренность таких проявлений. Истинная любовь может исходить только из развитого духовного сердца. Ну вот немножко насчет истории монастыря Лао. Это был именно интернациональный монастырь в Камбодже. Там были вьетнамцы, лаосцы. Там были сотни человек. Из них, как говорил Лао, около 100, и это очень много, достигли самореализации в обители Творца. Это очень много, очень хорошие показатели. И очень многие другие продвинулись к приблизились и вошли даже в состояние Святого Духа. Почему? Потому что методики, которые использовались в монастыре, методология вся, были истинными, были правильными. Но потом пришли войска, которые называли себя коммунистическими. На самом деле это отвратительные проявления, опять же, псевдокоммунизма. Коммунизм — это слово-то хорошее само по себе, но оно было превращено в диаметральную противоположность исполнителями этих идей. Но пришли эти войска, уничтожили, расстреляли всех монахов монастыря. Кстати, это был монастырь, где были представлены и мужчины, и женщины по характеристикам их тел последних, конкретных. Смешанный монастырь, так называемый. Ну вот, расстреляли всех монахов, лидеры погибли под пытками, но при этом все они были благодарны, остались благодарны своим убийцам за то, что с их помощью была прекращена необходимость заботы о физических телах, и они обрели истинную свободу в духе. Вот когда погибают от рук убийц истинные духовные подвижники, то это им в радость, потому что они обретают истинное, полное, окончательное освобождение без необходимости воплощаться снова. Жизнь уже без обременения земными заботами. Смерть для таких людей – это благо для них. Чем для нас важен этот монастырь, который Лао организовал здесь, в этом прекрасном участке леса, на этих полянках, бывшие сенокосы, видимо, заросшие, брошенные. Лао показывает нам методики здесь, как наикратчайшим, наилегчайшим путем гарантированно стать обитателями рая или войти в состояние Святого Духа или Брахмана, или даже более того, войти в обитель Творца. Что практиковалось в его монастыре в Камбодже? Это был монастырь, расположенный на берегу прекрасного озера, в прекрасной энергетической обстановке. Монастырь был весь покрыт клумбами цветов. Вот на соседней полянке мы можем на нефизическом плане увидеть эти клумбы. Алые цветы типа маков, наверное, это маки и есть, благоухание. Ученики практиковали в основном сидячие медитации. Нужно было
Ну, после, разумеется, предварительных тренировок на первой стадии центрирования, первый этап центрирования, то есть погрузиться в анахату, овладеть концентрацией четкой, устойчивой в анахате тела. Потом они переходили во второй этап центрирования, опускались сознанием в сознание Земли и сливались с ним, сознанием райской души. Кто познали это, те становятся обитателями рая. Тончайшие миры, Пуруши или рая, и огромная душа под названием Земля, люди так ее назвали по-русски, на других языках иначе. Мы сливаемся с ней, если мы приучаем себя к этому состоянию, мы попадаем после смерти тел в рай, и при жизни тела мы тоже живем в прекрасных состояниях, если мы не выходим из них никогда. И вот духовное сердце расширялось из тела, сливаясь с сознанием Земли, и потом нужно было руками сознания подходить к каждому живому существу, к цветку, к травинке, к птичке, к рыбке, и говорить: «Я тебя люблю». Говорить не устами тела, а говорить сознанием. И вот из рая, когда человек стал большой душой, большим сознанием в раю, уже очень просто перейти в обитель Творца. Вот это и было достигнуто высшими учениками Лао, и, несомненно, им самим в первую очередь. Вот этим был славен тот прекраснейший монастырь. И эти же идеи вот с нашей помощью Лао хотел бы донести до россиян. Пожалуйста, работайте, друзья, и самореализация чрезвычайно близка. Нужно стать любовью. Любовью во всем, во всех проявлениях и прежде всего в эмоциях. И вот Лао еще специально для того, чтобы углубить проработку этой темы, вот через нашу Анечку дал стихотворение, в котором вот эта методика отображена в поэтической форме. Это медитация. Утро, рождение, рассвет. В сердце зажги слова: «Я люблю тебя, солнечный свет, любовь над планетой Земля». В тихую гладь воды, улыбаясь, утро глядит. Пением птиц рассвет. «Я люблю тебя», говорит. На ладонях травинки солнцу протянули капли росы. Благоуханием нежным «Я люблю», говорят цветы. Нежной, густой любовью воздух вокруг напоен. От деревьев цветам поцелуи в объятиях доносит он. Посмотри, все вокруг живое. Повтори им,
люблю тебя. В колыбелях им ветер, качая, шепчет тайны всего бытия. Ты руками горящего сердца все живое возьми на ладони. Словно в озере чистого света твое «я» растворится, утонет. Внутри только нежный покой, прозрачности и чистоты, в которых сама земля говорит: любишь мною ты. Единый вселенский Бог океаном любви за спиной говорит: кто творит здесь любовь, сердцем един со мной. Вот вся методология постижения рая и перехода из рая в обитель Творца. Вот это стихотворение от Лао, кстати, вот выучил даже русский язык, потому что одно дело передавать мысль, передавать информацию на уровне мысли. Эта передача идет во внеязыковой форме. Получатель информации сам ее переводит уже в свою языковую форму, для того, чтобы записать или передать другим. Но если мы передаем стихи, получаем стихи, то это значит, что тот, кто эти стихи диктует, то он владеет языком. Вот Лао, переселившись сюда, в Россию, к нам, и желая помочь жителям этой страны, нашей страны, России, выучил русский язык в такой мере, что вот складывает такие замечательные стихотворные строки, излагая в стихотворной форме свое учение, учение Бога. Вот так вот очень просто познается Бог, а вовсе не так, как об этом думают, как это понимают очень многие люди. Вот слова Бога напрямую, передаваемые вам. Люби и станешь Богом. Бог есть любовь. Чтобы стать Богом, нужно стать любовью. Любовью нужно стать вот именно так. Через развитие духовного сердца и овладение всеми его функциями во всей полноте.
Вот еще один вопрос имеет смысл акцентировать. К какой традиции можно отнести концепцию школы Лао? Вот Лао, монастырь Лао в Камбодже, он ведь существовал, ну, как бы на территории Дхаравады, буддизма Дхаравады. Буддизм это, да, конечно, в лучшем понимании того, что такое буддизм. То есть буддизм это же и есть вот путь к познанию изначального сознания и слияния с ним. Но есть вместе с тем школы буддизма, которые вообще отрицают существование изначального сознания. То есть Бог Отца или Ишвары, или как угодно можно называть самую главную суть всей Вселенной. Или, может быть, это христианство, учение Лао? Ну, конечно же, да. Потому что оно полностью совпадает с тем, чему учил Иисус Христос. Или, может быть, это даосизм? Ну, конечно же, это даосизм, потому что полное совпадение с тем, чему учил всегда Хуанди, в частности, через Лао Цзы. Или, может быть, это суфизм? Ну, конечно же, это суфизм, потому что вот лучшие школы суфизма как раз учат именно этому. Вот сейчас можно очень важный вывод каждому сделать для себя, что Бог через всех своих пророков истинных и посланцев на уровне мессий во все времена учил, учит и будет учить одному и тому же: познанию Творца и слиянию с Ним через то, чтобы превратить себя в любовь, ибо Он есть любовь. Любовь как основа всего. И вот на эту любовь уже потом накладывается мудрость, сила при правильном росте, духовном росте сознания. Ну вот это уже невежество людей начинает делить на таких-то, сяких-то там и так далее. И отсюда возникает уже вражда. Вражда кого? Ну, вражда невежд. Вражда примитивов. Потому что вся вражда, она является выражением примитивизма человеческого. Бог же есть любовь, и все те, кто приближаются к Богу, превращаются, становятся любовью, являются любовью, потому что иначе к Богу и приблизиться нельзя. И вот здесь надо, прямо здесь, вот сейчас, на этом месте, в обители Лао, в этом прекраснейшем месте из всех мест Земли, может быть, нужно задуматься над главной сутью учения Бога и над главным центральным методологическим приемом духовного совершенствования. Вот это есть то, что, чему учил Лао и учит Лао. Это полностью совпадает со всем тем, чему учил, учит и будет учить Бог всегда, и не только в России, и не только на планете Земля, а во всех уголках Вселенной, в любых галактиках, на любых планетах, населенных существами, подобными
воплощенным людям. Вот у этого ручейка около мостика, вот здесь место одного из духовных учителей высшего уровня Дэвида Копперфильда, Дэвида Коткина. По ту сторону мостика там место силы, любимая Хуанзи. Как вот уже много раз встречалось в нашей практике, места, любимые разными божественными учителями, оказываются рядом. Вот здесь одновременно, вот сейчас подошел Хуанзи, и вот Дэвид, Хуанзи с той стороны мостика, Дэвид здесь. Вот здесь они на этом мосту встречаются. Это, конечно, шутка. Но вот когда мы оказываемся в обители Творца, там на самом деле все сознания слиты в одно. Бог в аспекте Творца, в аспекте Бога Отца или Отца Матери всей Вселенной, всего проявленного мира, Он един. Он на самом деле един. В этом стоит принцип монотеизма, провозглашенный Богом через пророков. И это на самом деле все так. В обители Творца существует единое сознание взаимослившихся божественных душ, которые пополняли собой обитель на протяжении всей эволюции всей Вселенной, бесконечной Вселенной. И вот лишь когда эти божественные души исходят из обители, превращаясь, переходя в состояние Святого Духа или Брахмана, вот тогда они снова образуют индивидуальности на время, чтобы снова потом раствориться в обители. Вот такова истинная суть монотеизма. И вот два таких божественных учителя здесь, вот сейчас, с двух сторон, вокруг нас. Здесь Дэвид своей улыбкой. Вот он, Дэвид, вот он. Вот и мое тело, и моя рука, его лице, вот его улыбка. Родная, нежная. И вот колоссальный вселенский Хуанзи из зазеркалья смотрит на нас и приветствует нас. У каждого мессии, мессия — это воплощенный божественный учитель. У каждого воплощенного или невоплощенного божественного учителя своя роль, которая его может отличать от других, работающих в данное время. Хуанзи демонстрирует зазеркалье, 3 основных состояния зазеркалья, зазеркального мира.
Сатья Сай сейчас несет божественное учение на уровне слов. И как жаль только, что его учение тут же начинает искажать люди из высших побуждений действующие, но недостаточно компетентные просто в вопросах, в тех вопросах высшего порядка, которые освещаются Сатья Сай. Сатья Сай сейчас несет Слово Божие. Он выступает как логос для всей земли. Логос — это не слово вовсе. В Библии неправильно переведено греческое слово логос. Это вовсе не слово, а это глаголющий. Глаголющий. Бог глаголющий. Бог говорящий, несущий истину. Иисус был глаголющим истину, был логосом. Сейчас Сатья Сай. До Сатья Сай на земле глаголил эту же истину. Бабаджи, до него многие другие, исходящие из обители Творца, Мессии, Христы, аватары. Ну, а Дэвид Копперфильд, вот он пришел к людям западного мира, и у него миссия другая. Он очень мало говорит, а когда говорит на публику, обычно шутит, над журналистами издевается, говорит им, то, чтобы просто чтобы они не приставали, отвязались. А миссия Дэвида стоит в том, чтобы показать людям возможности человека. Имеющие уши да услышит. Но почти всех людей, окружающих нас сейчас, нет этих самых ушей, которыми можно слышать божественное слово. Когда я читал книгу о Дэвиде Копперфильде, но она первоначально была замыслена и написана с названием «Дэвид Копперфильд. Путь к его совершенству». Но издатель изменил название. Но не столь важно. Название не полностью соответствовало содержанию книги. Важно другое. Другое я сейчас хотел оценить, что сколько я проклятий принял на себя через почту, например, по поводу этой книги. Писали в основном люди русской национальности, православные фашисты. Основная их мысль была, как вы можете говорить о том, что некий еврей мессией является. Вот, к сожалению, какова религиозность сейчас в России, массовая религиозность. Люди не понимают даже того, что называющие себя христианами, считающие себя христианами, не понимают того, что Иисус Христос был евреем по национальности. Они могут там утверждать, что Иисус Христос был Богом, а не евреем. Но ведь национальность, она же присуща не душе, она присуща телу. Присуща телу. Телам присущи национальности, по национальностям, по разным расовым признакам, там, цвет кожи и прочее. Это же людские деления, вовсе не Бог делит людей по этим признакам. Это люди сами разделяют себя, люди, ищущие кого бы поненавидеть. Свойственно самым примитивным слоям общества. И вот, к сожалению, почти все наше российское общество сейчас именно таково.
Ну вот, а Дэвид Копперфильд, вот он сияет своей божественностью. У нас есть два места. Ну, с Дэвидом два места, любимые Дэвида. Я хотел сказать, что вот с Дэвидом мы очень давно знакомы. Очень давно он нам давал ценнейшие указания насчет духовного пути. Но вот однажды, когда я к нему приставал, это было очень давно, когда я к нему приставал насчет того, что научи же вот до материализации, то, чем ты владеешь, вот он мне терпел мои приставания, потом однажды высказался, что ну вот сейчас, говорит, такой, как ты сейчас есть, мне с тобой неинтересно. Вот подрасти, тогда вот будем по-настоящему работать. Но вот потом он пришел, когда я на самом деле подрос, это было уже очень давно, пришел и подключился к помощи других учителей нашей школы, чтобы давать высшее посвящение. Вот здесь, на этом самом месте, он давал ценнейшие методы совершенствования для нас, которыми вы уже воспользовались. Но сейчас вот мы можем предать свои души для того, чтобы их своей нежностью окутал Дэвид. Он все ждал, когда я закончу говорить. Но он знает, что я говорю редко и глупостей не болтаю. Поэтому он терпел то, что я говорил. Но вот сейчас ему хочется все-таки обнять всех и дать почувствовать каждому из нас его божественную любовь. И вот нас обнимал Иисус, нас обнимал Хуанзи, нас обнимал Сатья Сай. Кто еще нас обнимал за этот курс? Птахотеп обнимал, Хань, Элизабет Хейч, Осирис, Хуань. Ну вот еще мы не предлагали себя для объятий. Да, Юкташвар, Ясин, да. Я еще Миньюа хотел сейчас назвать. Великий божественный учитель Минью, который подарил тоже ценнейшие приемы духовной работы. Мы к нему еще пока не ходили в гости. Минью, кстати, это он воплощался на Руси. Он сам вот достиг божественности в Маньчжурии, в маньчжурском воплощении, это маньчжурское имя Минью. А потом он воплощался на Руси в теле Александра Свирского. Вот потом обязательно к нему тоже зайдем в гости и получим от него ценнейшее посвящение. Ну а сейчас вот наконец я замолчу. И вот руки, улыбка Дэвида, руки его, руки, состоящие из божественной нежности. Войдем в его объятия и духовными сердцами воспримем его ласку. Вот это уникальное место силы позволяет ощутить впервые два
пузыря восприятия по терминологии Хуана Матуса. Это место силы наполняет оба пузыря, и они становятся очень хорошо ощутимы и видны сознанию практикующего. Вот как рыбий пузырь, скажем, у леща, у плотвы, когда пузырь рыбий не прирастает к телу, а отдельно находится в теле. Вот по линии ключиц проходит граница между этими пузырями, разделяющими кокон. Верхние 3 чакры входят в верхний пузырь, то есть 2 интеллектуальные чакры и 3-я вишудха, оценивающая эстетические факторы окружающей среды, приходящие к сознанию, воплощенному в теле. И 4 чакры нижнего пузыря восприятия. Почему восприятие? Потому что мы воспринимаем из верхнего пузыря преимущественно материальный мир, то есть тональ, из нижнего нематериальный мир, то есть нагваль. И вот нижний пузырь состоит из 2 частей, 2 сегментов: духовное сердце и его силовой блок нижний дантян. Ну вот и все, что нужно здесь ощутить. Вот это местечко имеет несколько точек, подобных той, на которой находится мое тело. И вот каждый сейчас выберет себе такую точку, ощутит свои 2 пузыря восприятия. И потом мы начнем работу по развитию нижнего пузыря. Вот раз мы познакомились с пузырями восприятия внутри кокона, мы должны научиться обязательно сразу же очищать их. Но вот проблема стоит в том, как нам увидеть свои пузыри восприятия вне того места силы. Кстати, вот рядом с тем местом силы канавка. И в этой канавке, когда вода бывает, она тоже обладает целебными свойствами. Стоит ей попрыскать на больное место, и видно, как темные энергии, если они там есть, то они сразу же из тела исходят. Это на практике доказано. Ну вот как нам просматривать собственный кокон в любом месте всегда? Почему это важно? Потому что очаги болезней, энергетические очаги, могут гнездиться не только в теле, но и вокруг тела, в пределах кокона энергетического. Более того, иногда от людей вампирических, то есть людей, живущих хотениями от других людей, вот это те, кто имеет вот такую извращенную любовь к себе, требовательны по отношению к другим, мол, обязаны меня там ублажать всячески. Но вот, к сожалению, большинство людей нашего общества живет именно так. Но вот от таких вампирических людей иногда могут притягиваться к другому человеку энергетические тяжи, щупальцы, которые могут вызывать болезни в чакрах, опустошать чакры. И вот все эти очаги, щупальцы, то есть тоже можно увидеть, если уметь просматривать собственный кокон. Как это делать? Нужно опуститься сознанием, как бы перенести голову в точку позади пяток, на расстоянии примерно сантиметров 40-50 на землю.
то есть на границу кокона. И вот из этой точки прекрасно виден собственный кокон весь целиком. И видны все загрязнения, если они в нем есть. Видны все эти энергетические тяжи, щупальцы, если они есть. И прекрасно можно руками сознания все это обрывать, очищать, уничтожать все, что не есть свет, из кокона должно быть изгнано, изъято, выкинуто, сожжено. Ну, могу сказать, что вот это вот местечко, оно является наиболее удобным, это как место силы тоже, для того, чтобы данную работу совершать. Научившись это делать, потом это можно будет делать везде, в любой обстановке. Давайте попробуем. Кто поет, кроме кукушки? Точно. А кек, это говорит дятел. Ну ладно, а мы здесь для того, чтобы провести очередной этап кристаллизации сознания. Что это такое кристаллизация сознания? Сам термин такой привнес Гурджиев на границе, на прошлой границе веков. В России был такой мощный мыслитель Георгий Гурджиев, кавказец. Вот он где-то нашел, странствуя в поисках духовных знаний, в частности, термин кристаллизация. Что это значит? Рост кристалла имеется в виду. Были маленькими, но вот попав в благоприятную для роста, для накопления, увеличения массы сознания в благоприятную среду, мы начинаем расти, как растут кристаллы в пересыщенном растворе. Вот так и мы растем сознаниями. Но растут какие части нас, как сознаний? Растут именно нижние пузыри восприятия. Мы только что поработали с опознанием собственных пузырей восприятия в рамках кокона. Но об этом уже говорили. Кокон делится на две части. Верхние 3 чакры и 4 нижние. Нижний пузырь восприятия состоит из 2 дантьянов, среднего, то есть анахата или духовного сердца, и нижнего силового, включающего 3 нижних чакры. Нижний пузырь – это, собственно, анахата с блоком питания анахаты. И вот мы кристаллизацию проходим, прежде всего, анахаты с ее придатком, силовым вот этим блоком. Попав на это вот место силы, вот мы должны ощутить, вот граница его здесь проходит, этого места силы. Вот чуть-чуть погодя, когда вы дослушаете меня, вы пересечете эту границу. Вот делаем шаг, и вдруг сознание проваливается в пропасть.
И в пропасти оно становится, сразу же мы ощущаем себя, кто я, где я. И оказывается, что я, вот каким мы были только что, вот пока мы вот сюда вот шли, я обращаюсь к начинающим, вот нашим товарищам, мы были, ну вот величиной тут порядка 2 метров коконы наши, вот нижний пузырь это там порядка метра, чуть больше. А вот куда мы провалились, и откуда мы, и каким мы теперь себя ощущаем, откуда мы смотрим? Мы же стали сразу в миллионы раз больше. Вот куда мы провалились, что у нас сейчас под нами, как под сознаниями? Под нами сейчас ядро Земли. До ядра Земли больше 5000 километров. Вот 5000 километров разделить на 1 метр, вот во столько мы сейчас выросли. Вдруг мгновенно, переступив черту этой пропасти до ядра Земли. Вот так вот мы вдруг стали мгновенно, дорастя вот до этого уровня духовного своего роста, мы смогли вдруг взять и вырасти. И вот наша задача теперь побыть на этом месте силы несколько часов, и не один раз, и запечатлеть себя в новом своем объеме, в новом своем качестве, в новом своем количестве. Мы провалились, и наша задача, как совершенно справедливо учил Хуан Матус, наша задача, ну, кстати, и он пришел, вот и он, и Хинара пришли сюда, вот как узнавать Хуана Матуса, Дона Хуана, вот когда видим шляпу вдруг испанского образца, вот это значит, что пришел Дон Хуан, ну и его постоянный друг и спутник Хинара. Вот одни из наших частых спутников. Вот и Анастасия пришла. Опять кого-то привела, маленькую козочку привела с собой. Вот это место, вот эта святая горка. Здесь часто бывают наши божественные друзья. Вот, ну, наша задача сейчас, да, очень приятно быть в их обществе. Наша задача сейчас главная на этом месте силы провалиться до низа пропасти. Ощутить, может быть, там, что вот мы развели костерчик там на дне, образ костра сделать. И вот оттуда мы можем лечь у костра и посмотрим вверх. То есть мы должны достать до полюса своего, до нижнего полюса себя. И оттуда и ощутить себя во всей своей новой величине. Кто я, где я? Еще раз осознаем себя, меняем свои привычные стереотипы ощущения себя. Теперь я не тело, теперь я гигантский нижний пузырь восприятия. Ну, вот так вот теперь и поработаем, запечатлеем себя на этом месте силы. Вот недалеко отошли,
То, что у нас были на том месте силы, огромные многокилометровые нижние пузыри по высоте. А вот попробуем ощутить вот то самое дно этого своих пузырей, ощутить здесь. И вот здесь ведь мы, ну что мы здесь ощущаем, где дно? Дна-то нет. Дно провалилось. Абсолютная бесконечность в чистом ясном свете. Вскрытие дна нижнего пузыря. Все. Мы стали беспузырными, мы стали бесконечными. И вот руки можно, как под юбку эту остатков пузыря, просунуть и вот скинуть ее, и остается бесконечность сознания, ничем не ограниченное. Вот то самое вскрытие нижнего пузыря, о котором говорил Хуан Матус Кастанеди. Ну, попробуем, ощутим все это. Вот сейчас с нами один из тоже очень интересных великих учителей современности, Дон Хуан Матус, описанный Карлосом Кастанедой. Вот если ясновидящие, те, которые пошли в сторону утончения сознания, увидят шляпу большую на нематериальном плане, то это вот достопримечательность Дона Хуана. Сатья Саи легко узнавать по его прическе, Птахотепа по губам, Бабырши по его любимому капюшончику белому. Ну а вот Дон Хуан узнается очень легко по шляпе. Его лицо трудно рассмотреть. Нет, видно-то, в общем-то, лицо. Но главное, это вот если шляпу большущую, светлую увидите когда-нибудь рядом с собой. Вот сейчас Дон Хуан совместился с моим телом. И вот над моей головой его шляпа. Можете понаблюдать, запечатлеть это состояние шляпы, нематериальной шляпы в лесу. Когда-то много лет назад он мне сказал, что вот готов принимать участие активнейшее в нашей работе. Я говорю, а как вот, мол, с тобой встречаться? Мы тогда сидели на бревне на берегу моря, на бревне, выброшенном прибоем. Но вот он говорит, что я готов на любом бревне, где вы сядете в лесу, вот по первому зову оказываться с вами. Ну вот так оно и было, и всегда Дон Хуан, стоит вспомнить о нем, появляется тут же его шляпа. Иногда он приходит один, иногда со своим другом, неразлучным Хинара, неразлучным при жизни, ну почти неразлучным. Ну и сейчас они тоже почти всегда вместе. Вот сегодня еще с кем-то из невоплощенных женских воинов, как у них это называлось, втроем они пришли.
Очень важна для нас сейчас вот тема учения Хуана Матеса. Очень важна, потому что появилось колоссальное количество извращений его учения, так же, как и извращение Иисуса Христа когда-то было. Ну вот, инквизиция – ярчайший пример, которую Наполеон уничтожал в Европе, в Западной. Ну вот у нас она просуществовала почти практически до 1917 года. Ну, конечно, она уже не в той форме была, как в прежние века, после крещения Руси. Но все равно вот сожжение инакомыслящих по признаку веры, массовые сожжения, в том числе убийства людей, не присоединившихся к официальной государственной церкви. Это все у нас было до 1917 года. Достаточно много литературы на этот счет существует. И вот победа большевиков на Руси, в частности, она была предопределена в том числе тем, что народ восстал против церкви тогдашней в том виде, как она существовала тогда. Как она существует сейчас, в каком виде, это особый вопрос. Но об этом мы достаточно много говорили в книгах. Но вот также в моей книге «Духовное сердце» освящена вот история христианства, в том числе и на Руси. Я вот заговорил о Доне Хуане и переключился тут же на инквизицию, но это типичное, к сожалению, явление. Любое религиозное движение, начатое Богом, божественным учителем, посланником Бога, Мессией, Христом аватаром, оно очень быстро начинает искажаться людьми. Вот то же самое мы наблюдаем и с учением, которое оставил людям Дон Хуан. Какова история? Великий подвиг, с одной стороны, совершил Карлос Кастанеда, записав и обнародовав теоретические знания, которые... черный дрозд прилетел к нам попеть. Спасибо, милый. Кастанеда добросовестно передал теоретические знания Дона Хуана. Величайшие знания, целое учение, состоящее, ну вот как и любое другое полноценное, законченное божественное учение, состоящее из 3 основных компонентов. По 3 основным параметрам каждый, по 3 основным параметрам совершенства: любовь, мудрость, сила. То есть искусство, у Дона Хуана это называлось искусство сталкинга, искусство намерения и искусство сознания. Четкая параллель. Но все это описано достаточно полно, с цитатами основными. Описано в моей книге «Бог говорит». Поэтому сейчас мы, конечно, не будем. Все вы читали или можете прочитать в этой книге. Сейчас вот кратко, просто вот книга давно уже была издана. Вот мы можем наблюдать текущие события нашей современности, то, как продолжается извращение этого великого учения, великого божественного учителя Хуана Матеса. Ведь люди от каждого учения берут то, что им ближе. Ну, вот мы уже говорили о том, что это факты, что некоторые заповеди Иисуса Христа объявляются несовременными и поэтому отрицаются. И это вот православные проповедники такое допускают, и паства их повторяет данные извращения, умоизвращения. Вот так вот и происходит извращение
любого практически духовного движения. Вот мне приходится говорить под аккомпанемент этой прекрасной птички, заглушает шум поездов. Замечательный певец леса крылышками подрыгивает, прямо как специально вот солирует для нас. Песню вместе с танцем крылышками трясет и прекрасно поет нам черный дрозд. Похож на скворца, только с длинным хвостом. Но вот где-то в Центральной Европе, в городах они живут так же, как вот здесь у нас в северных краях, так же, как воробьи. Вот они экологическую нишу воробьев заполняют там. Но здесь у нас достаточно редкая птица. О, попел, полетел. Спасибо. Так что вот и изучение Дона Хуана, люди изначально уже извращенные, лишенные истинных религиозных знаний, лишенных понимания того, зачем вообще мы здесь на земле живем, что такое Бог, что мы должны делать в связи с тем, что на самом деле Бог есть. Вот эти люди взяли начальные опыты Дона Хуана, когда он сам экспериментировал еще, не будучи пока еще особо продвинувшимся духовно. Но вот он употреблял там типичные для индейцев мексиканских наркотики из кактусов, из грибов. Кастанеда опубликовал латинские названия этих растений, и вот оказывается, что эти грибки на навозе живут, поселяются и в наших краях. Но кактусу, разумеется, нет. Но вот это породило в итоге новую волну наркомании. И вот толпы молодежи лазают, ползают на четвереньках по полям, в частности, вот где, по лугам, где коров выпасают, и вот ищут эти маленькие грибочки на навозе, тут же их в рот. Ну и потом вот то, что наркоманы называют кайфом у них. Однажды вот мы наблюдали, вот работая на одном из мест силы, наблюдали за толпой такой молодежи. Вот у меня появилось желание, вот, может быть, даже подарить вот им своих книг. У меня с собой было несколько экземпляров. Но вот Птахотеп тогда сказал, им уже не поможешь. Ну, подошли ближе, проходя мимо, но вот оказалось, что уже и лица искореженные, лица дегенератов под влиянием наркомании. И вот сейчас это в России стало массовым явлением, и вот это псевдопоследователи, в частности Дона Хуана, вот настаивают на том, что вот через вот там вот такой вот великий там Дон Хуан, вот он использовал наркотики, и вот путь к свободе, ну и всякая прочая муть, приводящая, подхлестывающая вот эту волну наркомании. Теперь уже не только грибки, но теперь уже опий, героин используется широко. Ну, что можно сказать здесь? Что, наверное, вот учение Дона Хуана, как оно Кастанедой было описано и как оно пришло, в частности, вот в Россию, но оно как бы ускорило эволюционные процессы очень многих людей. Или духовного роста, или наоборот, ускорило деградацию очень многих. Ускоритель эволюции в ту или в другую сторону. Кто-то стал, как вот мы получили знания о, скажем, пузырях восприятия, о местах силы, начали работать с этими явлениями и очень значительно сумели продвинуться благодаря этим знаниям. Другие ударились в наркоманию и очень быстро и уже безвозвратно запрограммировали себя в ад, и их эволюция тоже
подошла, видимо, к окончательному завершению, но только в другую сторону, за пределами уже Бога. Кастанеда, ведь что такое сам Кастанеда? Создавался одно время в печати такой ореол святости самого Кастанеды. Это ведь не так, это неверно. Кастанеда сам не понял учения Дона Хуана. Не понял. Он повторял слова Дона Хуана, искренне повторял. Он искренне был увлечен работой школы Дона Хуана. Но вот если даже посмотреть просто на фотографию последних лет Кастанеды, то по ней уже видно, что он даже не научился жить в среднем дантяне, он так и не принял тропу любви, которую проповедовал Дон Хуан. Закончил он жизнь как обычный человек от рака печени. Его личные достижения, о его личных достижениях можно судить, в частности, по тому, что он сам оставил из практик школы Дона Хуана вот эти дрыгания из живота, целый комплекс вот таких дрыганий от нижнего дантяна, от манипуры, на которых сейчас масса людей зарабатывают очень большие деньги, используя славу Дона Хуана, используя его имя. На самом деле ничего, кроме вреда, от этих дрыганий нет. Нужно понимать методологию. Никогда нельзя начинать с силового аспекта. И даже силовой аспект вот через такие дрыгания, он же не развивается. Сами вот те несчастные, которые, заплатив $1000, прошли эти курсы дрыганий, они же сами говорят о том, что они ничему не научились, только у них раздражительность появилась, агрессивные эмоции усилились. То есть это как раз противоречит полностью тому, чему учил Дон Хуан. Истинный духовный путь – это та самая тропа любви, о которой говорил в частности Дон Хуан. И эта тропа любви должна зиждиться на среднем дантяне, а не на нижнем. И только тогда, когда средний дантян развит, только тогда можно на фоне утончения сознания давать силовой аспект работы. Ну и, конечно, не так, не в виде вот просто таких вот спортивных движений, пассами называются. На самом деле это лучше назвать дрыганиями. Ничего кроме вреда для пациентов, не пациентов, тех несчастных, которые попали на эти курсы, ничего кроме вреда они не получили. К сожалению, таких вот несчастных огромное количество развелось. Все это совершенно неверно, и Дон Хуан сам не одобряет все это, не одобряет. С другой стороны, вот он является очень частым спутником нас, пошучивает, советы дает, участвует в обсуждении тех проблем, которые вот нужно решать в нашей школе, в нашей духовной работе. Но и вот читая книги Кастанеды, надо тоже понимать, что он иногда хитрил. Каким образом хитрил? Где-то в начале главы, типа того, что вот мы там с Доном Хуаном собрались туда-то идти, выйдя из дома, он хлопнул меня там рукой по спине, переведя во второе внимание, и так далее, и пошли дальнейшие описания событий, что там было, и читатель уже забыл о том, что Дон Хуан хлопнул по спине, и что Кастанеда перешел в восприятие Нагваля, то есть нематериального мира. И вот дальше Кастанеда начинает описывать то, что он наблюдал в Нагвале, то есть нематериальные проявления, чудеса
чудеса, псевдочудеса, то есть то, что не на физическом плане проявлялось, а проявлялось делалось сознаниями, а не телами спутников, те, кто участвовали в этой прогулке. Но читатель, некомпетентный читатель, он воспринимает все это как чудеса, которые происходили в мире материи. Ну, в частности, подтверждением того, что я сейчас говорю, является книга Маргарет Кастанеды, если не ошибаюсь в имени. Она писала, жена Карлоса Кастанеды. По-моему, «Моя жизнь с Карлосом Кастанеды» эта книга и называется, может быть, немножечко я ошибаюсь. Но она приведена в списках литературы в моих книгах, можно удостовериться. То есть она как раз пишет о характере Кастанеды, характер вспыльчивый, взрывчатый, лишенный вот той самой любви, которая является предпосылкой для духовных успехов. Бывал груб весьма часто. Ну и в частности, как он писал книги. Сначала он писал все так, как было на самом деле. А потом он это все переделывал так, чтобы это было созвучно запросам массового читателя. То есть специально мистифицировал читателей, чуть-чуть запутывая, чуть-чуть интригуя. Не отходя далеко от истины, а чуть-чуть мелкими отходами, вот такими уловками, он делал свои книги более увлекательными, более интересными для людей, которые ищут чего-то этакого, но только не Творца, не Бога. Ну вот я призываю еще раз критически относиться к тому, что написал Кастанеда. Призываю категорически не следовать ошибкам Дона Хуана и Кастанеды в связи с наркотиками. Это путь, не ведущий никуда в сторону, в смысле приближения к истине, к познанию Творца, к познанию Бога. Это гибель, это распад личности, это обречение себя на ад, выключение себя из эволюционного процесса. Ни в коем случае не может быть это связано с духовным путем. Вот любопытно, сейчас вспомнил, мне несколько писем приходило о том, что вот люди упрекают меня в том, что я не использую там великие достижения движения Карлоса Кастанеды и так далее, не используя наркотики, и вот там что призывает меня принять участие в борьбе за легализацию наркотиков в России. Ни в коем случае не следует идти этим путем, и очень жалко тех людей, которые вот так не поняли ничего из великого учения великого Дона Хуана. Но сам Дон Хуан, вот он по-прежнему совмещен с моим телом, вот над моим телом его шляпа, вот я касаюсь ее краев, вот такая вот шляпа. Вот между руками поля шляпы Дона Хуана. Можете его лицо увидеть, если смотреть глубже моего лица. Вот его лицо здесь. Смотрите из анахат, не глазами физического тела. Вот вы можете рассмотреть лицо Дона Хуана под его шляпой. Если вы не будете видеть сейчас мое лицо, а будете видеть то, что на месте моего лица на плане не физическом находится. И вот Дон Хуан всегда, вот он распростирает объятия свои и говорит, что вот приходите в мою любовь. Он призывает всех истинных своих последователей идти в тонкость любви. Изначальное сознание Творца, которое в его книгах
в его школе обозначалось словом «сила», это тончайшее из тончайших сознаний, состояний, энергии в многомерной Вселенной. И вот только туда, погружаясь, можно достичь полной самореализации, слияния с силой, с истинной силой, с силой, любовью и мудростью Творца. И вот Дон Хуан всегда готов будет помогать тем людям, с его учениками, с его другом Хинара, всегда будут помогать тем, кто идут этим путем. Если вы хотите найти Дона Хуана, то находите его в тонкости, в чистоте. К нему нужно идти тропой любви.